Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, веселые, поучительные, грустные. В любом случае, спасибо за то, что делитесь своей жизнью, своими сокровенными историями. Спасибо вам. Благодарю также за подписки, за лайки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги со стороны этих лиц? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Если пришел кто-то похожий на вашу соседку Катю, Свету, Таню, есть у вас шанс, появляется у вас шанс сделать доброе дело, отправить ей видео. Пусть она тоже узнает, кто грезит ею. Так. Какая девочка пришла ко мне на расклад? Какая вы? Какая вы? Ух ты. Скромная, со вкусом. Звезда. Карты. Ничего ж себе. И звезда, и солнце. Неудивительно. Рядом с вами тут карта сплетен. Постоянно какие-то вокруг вас звероящеры эти бегают, что-то тут обсуждают вас. Ваши поступки, наверное. Так. Тут кто-то радуется вашим неудачам. Ну, неудивительно, если тут по звезде вы мне идете. Ну, характеристика на звезду, девочки, в первую очередь, это интеллект. Наличие талантов, яркая внешность. При первой встрече могут вас иногда люди считывать там надменной, холодной. Дистанцию держите. Корона на голове. Ну, я не думаю, если в дальнейшем там вы общаетесь с этими людьми, я думаю, что это первое впечатление насчет вот этой какой-то завышенной самооценочки у многих пропадает. Почему это говорю? Потому что тут карта мораль и карта солнце. Солнце — это вообще человек яркий, харизматичный, жизнерадостный, общительный. Коммуникацию, по идее, можете к любому человеку найти, да, подход. И мораль — это говорят карты о ваших моральных качествах. Для вас норма прийти на помощь, поддержать хотя бы элементарно добрым словом. Добро, свет. Вот это все о вас. Так, вот тут вот карта фатальность, карта звезда и мораль. Знаете, у кого-то прям закономерность такая может пройти. Вы, допустим, ведомы какой-то своей мечтой. Поставили мечту, цель у вас есть, да, уже конкретно какие-то можете шаги предпринимать. В принципе, вы можете себя считать даже человек, у которого есть какое-то предназначение, да, в жизни, не просто там профессия, там род деятельности, а вот как будто бы вас небеса ведут вот именно к вашей миссии, опять-таки, да, если можно так сказать. То тут где-то, если вы хотите реализоваться, именно вот мечта, да, как хотите чего-то достичь, вот конкретно там, и вы можете идти навстречу к этой мечте, но тут как будто бы на данном этапе вам почему-то показывают, что теми методами, теми способами, как будто бы, которыми вы пытаетесь достичь желаемого, да, и прийти к этому желаемому, пока как будто бы вы не можете всего этого достичь. Я вот не знаю, почему так. Может быть, нужно поменять где-то какую-то модель взаимодействия с людьми, с определенными. Может быть, по-другому, по-иному, в принципе, как-то попробовать достигнуть своей мечты. Упаси Господи, вас не отговариваю отказываться от мечты, ни в коем случае. Но тут вот показано, что так как вы хотите, вот кого-то карта, это же мораль, открытую как-то, может быть, даже тут может быть даже какой-то такой подтекст, девочки. Может быть, нужно хитрее, мудрее быть. Может быть, не нужно так в открытую как-то. Тут еще карта солнца. Это как ребенок можно прочесть еще, да. Слишком наивная где-то, слишком доверчивая. И можете по себе судить людей. Опять-таки, если у вас есть какие-то мечты, то лучше, скажем так, почему-то мне по этим картам, так мне идет, лучше приберечь всю эту информацию при себе. Вот когда вы там исполните желаемое, тогда и будете делиться. Так как вот почему-то мне показано, тут рядом с вами какие-то вот эти сплетницы, которые каждый ваш шаг
тут анализируют, какие-то колкости, гадости могут говорить. Ну, по большому счету, наверное, вы привыкли. Хотя тут карта ребенок этот плачет. Как будто бы, вот если вот сочетание с этими картами, с этими, и солнце, это же ребенок, тоже можно прочесть, как будто бы вы хотели с этими людьми, с какими-то, ваше какое-то окружение, надеюсь, не слишком ближайшее, вы хотели по-хорошему, по-доброму, как будто бы вот то самое выражение, если ты как относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы люди относились к тебе, да, вот, по-моему, вы так пытались, но судя вот по вот этим последним картам, то вы говорите, я ж с вами нормально пыталась выстроить взаимоотношения, почему же ко мне такое какое-то абсолютно, в вашем понимании, это неадекватная какая-то реакция на вас. В вашем понимании незаслуженно это все. Тут ребенок плачет, он говорит, за что, почему? Да ни за что, ни почему. Люди такие, люди разные все. Так, давайте я доложу. Где-то вы слишком яркая, где-то вы слишком выдающийся, выделяющийся на их фоне. Потому как я не на ровном месте это говорю, это говорит карта звезда. И тут карта солнца, ну, скажем так, слишком яркая. И опять-таки не призываю вас быть менее яркой там или как-то по-другому себя вести. Тут скорее информация о том, что вам нужно быть как бы избирательней в общении и не доверять, ну, какому-то вашему даже окружению, если можно так сказать. Лишний раз фильтровать, кому что можно говорить и с кем чем делиться. Вот как-то так. И прекрасно понимать, что есть люди, которые где-то с таким упоением обсасывают ваши какие-то неудачи, к сожалению. Ну, вот так как-то. Может быть, людям так проще самоутверждаться, да? Слушай, тут у вас чем-то вы их цепляете. Что-то у вас такое, если не дает им спокойно жить. Ну, знаете, можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Значит, вы чего-то стоите, раз вызываете такую бурную реакцию окружения. Так, почему слезы? Ну, не знаю, они мне опять показывают, спрашиваю, почему слезы, мне показывают коллектив, шабаш, какие-то женщины, их проявления. У кого-то это связано, карта князь, скука, так, воздержание. Элементарно, может быть, где-то карта крест. Вы, вполне возможно, не совсем привыкли взаимодействовать опять, как с людьми, с этим с окружением, так и с мужчинами. Мне кажется, у вас какие-то разные, мягко говоря, судьбы и разное видение взаимоотношений, может, с мужчиной. У меня так идет по этим картам. Где-то, может быть, даже идет женская зависть. Если вы там замужем, или, не знаю, у вас там какой-то мужчина есть. Может, мужчина на вас внимание какое-то обращает. Тут что-то такое, как будто бы им... Кому-то элементарно женщин скучно, девочки. Вот нет этого мужчины, у них нет этого какого-то мужчины, у них, может, семьи нет. А воздержание у кого-то элементарно... Извините, не хотела пошлости говорить. Секса давно не было, да? И чем заняться? Ну, тут смотрят, такая кандидатура, надо пообсуждать. Вы говорите, как крест, они меня достали уже. Ну, где-то вы смирились с этим всем. С одной стороны смирились, с другой стороны вы говорите, я не хочу быть такой, как они, не хочу быть одной из них. Вот тут тоже, где-то они это считывают. Отторжение карта. Как будто бы чужой среди своих, даже отчасти можно так прочесть. Вот, так, о чем фатальность? Еще вот это хотела карту доложить. Очищение. Вот тут так интересно то, что у вас вот правда, как могут считать некоторые сразу, тут женщина в короне, да, высшее я, эгоизм. Вы какой-то такой образ создаете, карта огонь, и тут высшее я. Правда, наверное, многие даже на вас обращают внимание, кто-то с вас берет пример даже, может, подражают вам в чем-то. Интересно очень. Но при ближайшем
каком-то знакомстве, карта очищения, не понимают, что это всего лишь какая-то защитная реакция ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Девочки, если резонирует, то есть смысл смотреть дальше. Так, пишем. Кто грезит вами, будут ли конкретные шаги какие-либо у этих товарищей в вашу сторону? По звезде, кстати, можете быть известны в каких-то широких или узких кругах. Ну, можете быть, да, звездой местного масштаба. Так, или амбиции такие какие-то есть у кого-то. Так, кто грезит вами? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? 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 Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги и какие, да? Бинокль купит, дабы вас лучше разглядывать, да? Кто грезит вами? Будут ли конкретные шаги? С всех сторон. Итак, кто этот человек, кто грезит вами? Финансы. На прямых, девочки. Офигеть, дьявол 2 раза вышел на человека. Дьявол, отшельник. И тут вечная невеста, отшельник. Ух ты. И после второго дьявола святая вода. Девочки, и отшельник еще раз вышел. Да что же это такое? 2 раза вышла на человека карта дьявол, 2 раза карта отшельник. Мне очень похоже на мужчину, кто грезит вами. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, давайте уточним на колоде замечательной нашей творческой студии. Анна Сава. Колода называется «Иной мир». Смотрите, какой глаз красивый. По поводу приобретения карт обращайтесь в личку, пожалуйста. Итак, будем уточнять сейчас, кто это, мужчина или женщина, кто грезит вами. Кто этот человек? Офигеть, 3-й раз дьявол из разных колод. Ну, это что такое вообще? Спасибо, помогли. Пожалуйста, покажите мне, мужчина это или женщина. Нет, это не это. 5 кубков, это состояние человека. И тут состояние за оградой стоит, как будто не предпринимает ничего, наблюдать может за вами человек. Мужчина или женщина, покажите. Опять эту колоду показывают. Показывает, как будто бы отстраненный человек. Тут эмоциональные качели, тут как будто человек может в голове разные форматы выбирать, но они его все равно огорчают, состояние какое-то. Может в один день человек думать, к вам расположен прекрасно, а на следующий день совершенно другая идет информация и ощущение, энергетика разная. Так, девочки, это мужчина или женщина? Это мужчина скорее. Так. Показывает. Наконец-то вышел. Боже, как он долго прятался, девочки. Эти все карты, эти карты тут непонятно все-таки. Тут можно сказать, за этого человека, он победитель по 6 жезлов, привык получать победу. Для него это кайф.
где-то самоутверждаться даже. У человека было, может быть, с вами взаимоотношения, знаете, как в чем-то равноценный выбор. Ну, так некрасиво говорить, но по этим картам так. Но он, скорее всего, тут карта 4 кубков, как будто шансы ему предлагали. Кто-либо предлагал шансы, а он их не взял, не воспользовался. Человек легко обучаемый. Мужчина это по факту, теперь в конце мы это увидели. Сам может быть очень умным, эрудированным. И если он чему-либо обучается, то это такой типаж, знаете, когда ученик может в будущем преуспеть настолько, что даже где-то переплюнет своего мастера, станет более успешным, да. Талантливый человек на самом деле. Так, многие его считают, знаете, по тузу Пентаклей считают, как будто бы знакомство с этим человеком прям удача. Не знаю, показано жадный, скупердяй, может, проявление эмоций, может быть, тут и монеты тоже. Сейчас будем дальше смотреть. Человек, которого сейчас, может быть, какой-то не очень такой период, внешне показывает себя самодостаточным, может даже тут идти, знаете, как вам сказать, тут не могу сказать, что это понты, нет, но для этого человека очень важно где-то в социуме показывать атрибуты роскошной жизни, там, то ли я могу себе позволить, там, отдых такой какой-то, там, уж супер-супер, то ли, там, какая-то брендовая одежда, там, марка машины какая-то самая-самая такая. В общем, вот для него это все очень важно. Где-то вот это вот в социуме этим всем прям как будто бы... Тут нет пыли в глаза. Тут он на самом деле может обладать какими-то материальными способностями, в смысле наличием чего-либо в материальном плане. Но в то же время ему важно это подчеркнуть, значимость. Вот человек так показывает, я значим, я могу себе это позволить. Но за маской вот этого вот всего тут какие-то такие, ой, даже не знаю, душевные муки, терзания, тут как ограничения какие-то, тут боль прямо какая-то. Это все ему дается тяжело на самом деле. Но и тут вышел в конце концов у меня король мечей, девочки. На самом деле человек холодный, рассудительный, расчетливый, аналитический ум, в первую очередь сфокусирован на себе, построение карьеры, реализация в социуме, умение держать все эти свои эмоции под контролем. То, что ему там где-то что-то тяжело дается, вообще никто об этом не узнает, может, никогда. Или насколько нелегко ему бывает, тоже старается это все скрывать. Знаете, как за этой маской какой-то железобетонного такого какого-то успешного мужчины или стремящегося быть таким успешным. Ну, я повторюсь, как будто бы вы не прочтете эти эмоции. Могут глаза только печальные какие-то быть. Но вообще нацелен на успех. Успешный успех превыше всего, чего бы это мне не стоило. Вот как-то так мне тоже. Привык получать победу. Ну, не буду говорить любыми способами, нет. Ну, нацелен на это. Хорошо, характеристика его. В прошлом, может быть, у мужчины в финансах были какие-то, ну, скажем так, не особо он был успешен, а потом как будто бы, может быть, во главу всего он поставил свою финансовую независимость, и в том числе для него важно его реализация, его материальное вот это положение. Так, тут как будто бы дальше у меня такие карты, повторюсь, как будто стоит за оградой и наблюдает за кем или за чем, за кем-то, наверное. Вполне возможно, за человеком, который по дьяволу, 3 раза дьявол по факту у него вышел. По дьяволу зависимость от, ну, может быть, от женщины какой-то. Женщины, с которой по 5 кубков отношения, мягко говоря, не заладились, разладились. Тут эмоциональные качели какие-то. Боль, такой осадочек на душе, печалька. Так,
вообще на него вот дьявол, и тут плодородие, и материалка, и вечная невеста. Тут как будто бы человек себе поставил за цель. Вот если даже где-то в чем-то мне не везет, там не совсем клеится в личной жизни, ничего страшного, я это компенсирую, ну, финансовой своей стороной, да, буду обеспеченным весьма и весьма. Как будто бы время идет, и наряду с тем, что, может быть, правда, материально он там чего-то достиг, яхты, пароходы, да, какие-то, то чувствует себя одиночкой, отшельник, по отшельнику, отшельник, дьявол. Тут выть хочется человеку. Тут как будто бы, если он даже с кем-то в паре, то это одиночество вдвоем. Почему-то он вообще чувствует себя одиноким. Может, вокруг него кипиш там, да, на работе авралы, но в душе он себя чувствует одиноким. Тут вот так мне показано. Карта Святая Вода. Может быть, человек что-то осознает то, что нужно где-то, может, по-другому себя проявлять. Тут карта Отшельник еще раз выходит. Дело в том, что это же ответы на вопросы, которые его мучают, они внутри него самого. У него проходит процесс взросления. Мудрый он. Ну, тут становится мудрым. И мудрость его в чем проявляется? Знаете, как это так интересно, если, может быть, в прошлом тут дьявол не зря много раз вышел. Может быть, для него была норма какие-то там сексуальные истории, зависимости, поверхностные какие-то отношения, да, там встретились, провели весело ночь и до свидания, да, получили каждый свое, это как-то так. То сейчас мне показано, человек где-то задумался, может быть, о смысле жизни, у кого-то проблемы могут быть со здоровьем, и это своего рода могло тоже сподвигнуть задуматься. И вот эта вот пустота, вот какая-то звенящая в сердце, в душе. Карта равнодушия, карта букета, это, знаете, вот эти вот какие-то романтические, красивые истории, конфетно-букетные периоды, где это все неплохо, но это здорово вдвойне, когда это идет дальше и развивается во что-то более серьезное, такое искреннее. А вот судя по вот этим дьяволам всем, то у этого человека, скорее всего, если даже он не свободен, то могли быть какие-то легкие форматы, опять-таки не ведущие, ну, просто как сексуальное какое-то влечение удовлетворили и все. А сейчас как будто бы человек задумывается, равнодушие, где-то вот этому, к вот этому вот всему поверхностному, мне так считывается, какой-то идет, ну, может быть, остыл, может быть, надоело, что после этого пустота таки остается в сердце, в душе. Сейчас человек, мудрый же у нас он уже становится, мудрее, по крайней мере. И карта весы еще больше как будто бы взвешивает на весах. С одной стороны, видите, у этой девушки, вот тут на голове изображены весы, с одной стороны такой условный мозг, да, с этой стороны сердце. То есть сейчас человек хотел бы, может быть, в полной мере как-то гармонично, себя более гармонично чувствовать. Может быть, хотел бы и эмоции пустить в свое сердце, да, как-то душу, сердце. То есть он даже где-то уже понимает то, что вот как раньше он не получает удовольствия от тех форматов, может быть. Как вот я говорю, послевкусие какое-то, как оставалось у него после вот этих всех каких-то, может быть, там приключений, может, его поведение даже. По мне, так человек взрослеет. Ну, какая-то переоценка идет ценностей у человека. Ну, и тут запрос идет на эмоции, по факту. Уже не просто поверхностное какое-то. Человеку хотелось бы, мне кажется, чего-то, ну, каких-то эмоций, глубины, наполнения, может быть. Так, давайте быстренько дальше смотрим. Ну, вообще, девочки, я должна предупредить, 3 раза дьявол на человека, знаете, зависимости, человек созависимый, человек, ой, может легко сам входить в какие-то отношения такие, знаете, втягивать еще кого-то. Так, стрёмненькая характеристика, честно говоря. Но на него там и с другой стороны туз пентаклей вышел. То есть он лакомый кусочек. Он как будто бы отшельник уже. Он очень не глупый, целеустремленный. Это может быть настолько он социально вкусный продукт, лакомый кусочек для многих женщин, что в принципе даже особо не предпринимая каких-то действий в отношении женщин,
за него будет идти конкуренция. Он просто будет просто так вот выбирать, да. Скорее всего, может даже присыщен уже этим самым. Тоже такое может пройти. Так, вот такой человек грезит вами. Представляете? Я думаю, им там огромное количество женщин грезит, а мне вышло грезит вами. Будут ли конкретные шаги? И сразу мне ответ, карта звезда. Знаете, девочки, если и будут, то в отдаленном каком-то будущем. То как звезда это пролонгированного действия, не прямо сейчас. Так, человек показано сейчас. Бог ты мой, какие карты. Ритуал, проклятие, рука помощи, игра сокровища. Ой, вы хорошие. Так, человек, скорее всего, будет к вам действовать. Но так странно. Вполне возможно, мне так хочется сказать. Вполне возможно, лучше бы ты и не действовал. Или не и такими методами. Или нафиг надо. Мне стрессов без тебя хватает. Вот что-то такое мне хотелось бы сказать. Ладно. Вы его маните, вы для него желанны. Через какое-то время он проявится. Через какое-то время, когда где-то он может вас увидеть, вот такую красивую, харизматичную, яркую. Тут аспект тоже немаловажный на вашей внешности, на вашей энергетике. Вот эта карта муза, яркая, которая женщина, которая сама наполнена этой энергией и может дать, подпитаться этой энергией. Тут совпадет. У него будет какой-то такой период в жизни, ну, не очень удачный, скажем так, тут по этой карте где-то разочарование может быть, может не обязательно финансы, ну, может и состояние, в принципе, какое-то такое, ну, вот. Как будто бы очень много страхов, неуверенности, но в то же время человек для себя осознает, что даже через эти страхи, если он к вам где-то проявится, он понимает, что рядом с вами он может быть счастлив, как ребенок. Тут карта радость. Может быть, уже вы когда-то с ним коммуницировали, и он это ощущал в полной мере, что рядом с вами, вот правда, какое-то такое искреннее, вот, всепоглощающее это счастье. Возможно, радость это испытать. Так, будет проявляться, так, смотрите, карта зеркала. Где-то будет вас отзеркаливать, где-то вот эти карты, говорящие о том, что он будет цену набивать, может быть, подчеркнет, насколько он значим, какими он обладает, там, уж не знаю, ресурсами, может, влиянием на кого-либо, может, покажет вам, насколько там он уважаем, насколько там его мнением дорожат. Вот тут что-то такое, какая-то собственную ценность ему нужно подчеркнуть в ваших глазах. Тут дальше я вообще офигеваю, не могу понять, что это за какие-то карты. Жаба, ритуал, проклятие, рука помощи. Может тут в две стороны. Или вы окажетесь в какой-то трудной ситуации, да, и может вас судьба сведет, и он вам протянет эту руку помощи. Но опять-таки, тут какая-то игра. Или он может как-то так себя повести. Но это тоже игра с его стороны. Знаете, как оказался в нужном месте в нужное время, и как-то это все так сопоставить, будто бы вас судьба столкнула, и вы можете быть ему как будто чем-то полезны. Но опять-таки не факт, что на самом деле ему кто-то другой тоже не может помочь. Может и поможет. Тут как игра, смотрите, вот люди играют в шахматы. То есть тут будет выверенный какой-то шаг. И настолько он будет, может быть, закамуфлирован под случайную встречу, под стечение обстоятельств, может быть, про какую-то помощь, от которой, правда, вы на тот момент будете нуждаться. Я не могу сказать, что тем человеком движет что-то плохое, нет. Но этот человек уже давным-давно о вас, мне кажется, мечтает, и тут какие-то у него страхи какие-то, и переживания. А ну давайте страхи спрошу, о чем это? В связи с чем эти страхи? Это по поводу вас страхи. По поводу отторжения, того, что пошлете вы его куда подальше, в эротические дали, еще коромыслом по голове прилетит. Ну, уж не знаю. По поводу вас отторжения. Вы его не примете, оттолкнете как минимум. Да. То есть он уверен, но в отношении вашей реакции он вообще не уверен.
Так, давайте вот этот я хотела узнать, что это. Тут такие карты чудные. В чем это? Разбитое сердце. Род. Воительница. Это в отношении вас. А у кого-то, девочки, он может быть и не свободен. И тут карта разбитое сердце. Это разбитые мечты, иллюзии, ожидания по поводу рода. У кого-то вполне возможно будет проявляться, когда у него, ну тут прям как какой-то, девочки, у него, не знаю, может как магический кто-то ритуал. Ритуал, жаба, проклятие, зависть, может быть какая-то женская, и может воздействие на его, если он там в семье где-то. Я не говорю, что это с вашей стороны, упаси Господи. И просто могу варианты считать. У него может совпасть, когда вот в личной жизни у него там семейной полная разруха пойдет. И тут кто-то еще, кстати, руку приложит к этому. Как проклятие какое-то, ритуал. Ну, правда, как будто бы. Может быть, какие-то, если он тут чудил, да, раньше, не по-детски. Может, какая-то женщина пожелает ему не очень хорошего чего-то. Прям как будто бы в личной жизни полный хаос тут. Печаль. Может быть, женщина, с которой он там, если был в отношениях, в отношении него она станет холодной какой-то, тут как с мечом. И у него станет вопрос по картам влюбленным выбора. Вот тогда в отношении вас может быть какая-то, опять-таки, движуха тут. Но опять, продуманный товарищ, я вам хочу сказать. Он не будет идти с позиции протянутой руки, из позиции того, что он в вас нуждается, или с позиции того, что там, насколько ты мне дорога, я в тебе заинтересован, какая ты прекрасная и роскошная. Нет, этот человек будет в первую очередь, я же говорю, как-то так себя вести, где лишний раз он будет отзеркаливать ваше поведение. То есть где-то вы там отвернете носик свой, фыркнете, он точно так себя поведет. Где-то он подчеркнет, что я, только я подарок в твоей жизни. Ну, такой, какой-то продуманный он. А мне один просто вопрос. Как вам себя вести с ним? Как карты посоветуют, как вам себя с ним вести? Шабаш. И что? Сейчас. Очищение. Не пойму. А тут мне показывают очень много сплетен об этом человеке. Вы его видите одним, опять-таки, только злобный клоун. Карта Шабаш, еще сплетни по поводу взаимодействия с женщинами. Как будто вам подчеркивают, что ты должна... Тебе еще какая-то информация о нем придет. Я спрашиваю, как себя вести. Мне карта выходит отторжение. Но отторжение, в смысле, эти сплетни не слушать. Да, не слушать. Почему? Хитрость. И что-то сейчас с его стороны хитрость. Говорят, не нужно все, знаете, как с больной головы на здоровую. Какая-то ответственность, понятна, у этого мужчины. Ну, за его поведение, понятно, он ответственен. Но тут еще какая-то огромная ответственность лежит на женщинах. Тут как будто бы очень много сплетен со стороны женщин. Вполне возможно, он лакомый кусочек для многих женщин, да, поэтому тут говорят, что хитрости со стороны женщин дофигища. Тут как будто бы, вот как предупреждение, если ты решишься с этим мужчиной выстраивать отношения, то тебе нужно раз и навсегда забыть о всех его прошлых каких-то там проявлениях, каких-то там, уже не знаю, любовных историях, так как эти истории тут больше как сплетни, такой как снежный ком. Там уже не разберешь, где правда, где ложь. Там очень много надуманного, именно со стороны каких-то хитрых женщин. Может быть, женщины какие-то тоже планы какие-то свои строили, козни. Тут говорят, или вот ты не то, что там принимаешь таким, ну, по идее, да, мы должны людей принимать таким, какие есть, но просто говорят, не нужно уже потом вот это вот все это шевелить, как это правильно сказать, не нужно постоянно в этом копаться, в грязном белье. Вплоть до того, что если ты вот как предупреждение начнешь с ним пытаться выстраивать с этим человеком какие-то истории, ну, любовную историю, да, то тут будут вылезать вот эти сплетни, и вам говорят, не нужно вообще даже это слушать и вестись на эти провокации. То есть как будто бы процесс очищения нужно начинать с чистого листа, как будто бы вы ничего об этом человеке и не знаете.
Вот как-то так мне показали. Я понимаю, легко сказать, да, а как с этим жить, если это постоянно будет, эти сплетни вам будут их доносить? Ну, значит, отрубить. Сказать, это прошлое. У меня в прошлом тоже были мои какие-то любовные истории, у него свои. Ну, как-то мне так девочки подсвечивают. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.